Всем привет! Сегодня я хотел рассказать, в общем-то, что привело эту машину к такому состоянию, почему здесь всего столько наколхожено и вообще, как вообще я до этого дошел. В общем-то, суть проста, на самом деле. Я начал ездить на этой машине, когда еще они считались металлоломом. То есть, если сейчас, с нашим современным 2020 году такая машина едет по дороге, то провожающие мимо ее взглядом могут даже лайк показать. В общем, вызывает позитив. Но когда я сел за эту машину в 2009 году, я же уже почти дид. Ну, не будем об этом. Значит, когда я сел за эту машину в 2009 году, на нее, в общем-то, смотрели как на кусок металлолома, хотя она выглядела вполне прилично, да и сейчас, в принципе, никакой там ржавчины или еще что-то такого нету. Полный сток она была, салон собран, все было красиво. Вот, ездил я на ней, ездил, но немножко меня угнетало некоторое мое воспоминание о том, как мы всей семьей ездили на этой машине на дачу. Как это было? Батя сидел за рулем и потихоньку рулил на дачу. Соответственно, до дачи у нас 72 километра, и с пробками какими-то, не знаю даже какими путями, как так получалось, но добирались мы часа за 2. И когда мы выбирались на какую-то проселочную дорогу, батя собирал за собой огромные колонны автомобилей. И, конечно же, все, кто нас обгонял, провожали нас, так скажем, ухмылкой такой: вот, тащится здесь это говно. В общем-то, было обидно за машину. Хотелось как-то, чтобы она на дороге, наоборот, могла своими динамическими характеристиками удивить даже кого-то. В общем-то, поэтому я это дело и затеял. Вообще, в юношестве мне хотелось полностью пересадить эту машину на базу Е30 и поставить туда М50Б52, М50Б25. М50Б25 поставить сюда и летать, в общем-то. Но, в общем-то, может быть, к счастью, это все не случилось. Вот, соответственно, случился другой его плана колхоз. Я решил, что надо использовать самые-самые доступные запчасти. А какие самые доступные у нас запчасти? Естественно, вазовские. Здесь все строилось на базе мотора 1.6, с учетом того, чтобы поставить сюда январь 5.11. То есть я купил мотор 1.6, но такие вещи, как рампа старого образца с обраткой, модуль сжигания, датчик массового расхода воздуха и еще что-то, что должно там идти для января 5.1, оно стоит, соответственно, от мотора 1.5. И это вызвало некоторые проблемы, которые я сейчас тоже покажу. Так, вот у нас мотор, стоит он на штатной балке, ничего не пилено. Сейчас постараюсь подсунуть камеру и заснять, как же это все дело закреплено. Здесь уже все покрылось плесенью, потому что ездил это все дело последний раз 5 лет назад. Стоит в сыром гараже. О, господи, это колхозная весьма здесь система охлаждения. Давайте тогда, если ее видно, с нее и начнем. Вот. Почему, собственно, здесь такая колхозная система, сделана из набора патрубков, которые были в гараже москвичевских, и вот таких пластиковых канализационных труб из ПВХ, которые просто согнуты по месту. Вот здесь выше видно, что они белые, просто покрашены. Здесь хомуты пришлось снять, чтобы починить насос откачки воды. В общем, здесь смысл довольно простой. Взяты обычные опоры от классики, они прикручены к приора блоку. Блок купил абсолютно новый, чтобы он был с документами, но в итоге так и не заморочился, чтобы это все дело регистрировать. Вот. Это все дело перенесено уголками, то есть к нижней части кронштейна приварен уголок и примерно на 50 мм смещен крепежный болт, крепежная гайка. Вот. Так, вот можно примерно понять, что это все дело сгнило. Вот. И сделано из обычного уголка, никак не окрашенного. Просто на 50 мм сдвинуто крепление. Таким образом, мотор на 50 мм назад, вперед сдвинут. Что это дало?
Это дало то, что здесь вот задняя часть стоит почти полностью необрезанный патрубок, который выходит у 16-клапанного двигателя на печку. То есть он просто обрезан и заглушен куском патрубка. Вот. А на классике приходится в таком случае мять моторный щит и использовать кастомные патрубки. Кастомные патрубки я со временем тоже прикупил, но тоже не поставил. Так, все это выведено к штатному бачку расширительному и к штатному радиатору. Ну, соответственно, тут тоже без колхоза не обошлось. И вот этот вот родной патрубок, который здесь стоит, он, получается, имеет перегиб верхней части, и, скорее всего, он склонен к завоздушиванию. Я даже вот пытался тупо иголкой, как некоторые делают, проткнул шприцевой иголкой и выгнул воздух, а потом резина сама затянулась. Вот, но сейчас уже это, наверное, не прокатит, потому что все рассохлось. Дальше, соответственно, вход печки у нас идет в задней части головки блока, заходит вот сюда и забирается, соответственно, в ногах у пассажира по штату, идет на помпу. Система зажигания здесь стоит божья искра, пришлось переделать, потому что штатный модуль я спалил, не знал, что он должен быть закреплен на массу и иметь хороший с ней контакт. Соответственно, это дело пришлось. Рампа старого образца стоит на форсунках от 1.6, которые оказались короче, соответственно, рампа даже сверху не прикручена, потому что, ну, вот эти, конечно, декоративные крепления как-то ее прижимают, но по факту получилось так, что ее длины не хватает, и крепление пришлось изобретать, и придется, наверное, это тоже переделать. Самая большая ошибка, которую я совершил, это вот эти жигулевские шланги. Они рассыхаются очень быстро. Вообще очень сложно назвать их маслобензостойкими, они просто развалится в руках. Так что, ребят, если будет возможность, то сразу ставьте маслобензостойкие шланги фирмы Gates. Это нормальная штука. У меня стоит на другой машине и никак не рассыхается. Под тросиковый привод газа пришлось изобрести вот такой кронштейн. Колхозный, конечно, но работает. Думаю, что его тоже мы переделаем. Туннель под ВАЗовское КПП, конечно же, пришлось переварить. Дело это получилось тоже весьма колхозное. Вот здесь используется какая-то там, не помню даже от чего, по-моему, от 8 кулиса со штатным набалдажником. Здесь она просто укорочена сваркой и вставлена в калиновский карданчик, который вот так вот люфтит. То есть сейчас, скорее всего, кулиса не двигается, а люфты здесь на ручке весьма и весьма приличные. То есть, я не знаю, получится сейчас или нет. Вот, наверное, это где-то 4-я, 3-я вот так. То есть, по факту, она тут почти лежит на коленях, эта ручка. В общем, выглядит это все дело ужасно. Дальше я тут сколхозил панель от люкса, ну, как бы об этом особо ничего не стоит, наверное, останавливаться. Приборка от 12-ки, от 15-ки. Почему я сюда ее поставил? Ну, потому что она мне тогда очень нравилась. Плюс питание на возбуждение обмотки генератора идет через диод, который установлен по штату в «Жигулях» в приборке. Соответственно, вот она. Еще тут, конечно же, стоят подавлевые переключатели от Шахи. Поставил мне мой товарищ, помог с ними. На задней оси стоит мост от 7-ки, но изначально я все это проделал к штатному мосту, но он не выдержал особенно долго и быстро выплюнул какие-то части из редуктора. Так, забыл упомянуть про выпуск. Это тоже переделано. Был взят кат-коллектор, и от него отрезано лишнее, а затем приварена труба. Причем эта труба обычная сантехническая, и получилось, я бы сказал, не очень, немножко сифонит, и на месте пассажира чувствуется запах гари. Так что здесь тоже надо это все переделать. Так, друзья, продолжаем уже из-под машины. Вот здесь у нас выпуск, соответственно, продолжаю вам показывать. Он сделан из водопроводных труб, которые просто сварены полуавтоматом. Дальше ремонтные фланцы на 8-ку и дальше обычный москвичевский резонатор. И, в общем-то, ничего интересного.
Так, несколько лет простой не дали этой машине жалости, и потекло абсолютно все. Вытек антифриз. Здесь какое-то масло. Будем надеяться, что это из коробки, потому что сальник мне что-то, коленвал не хочется менять. Так, показываю, значит, балка, как видите, не тронута. Вот у нас в ближайшем, наверное, рассмотрении понятно, как сделаны эти кронштейны. Стартер стоит редукторный от Chevy Niva, и маховик переточен так, чтобы, соответственно, он входил в зацепление с передней части. Здесь никакого щитка нету, но вроде бы пока это никаких страданий не принесло. Главный цилиндр сцепления тоже классика. Здесь, в общем-то, никаких новостей. Датчик скорости, по-моему, от 8, на который был разрезан и нарощен вот так вот проводами, для того, чтобы машина не глохла ни на нейтрале, потому что без него мозг думает непонятно что, и оно у меня глохло, не мог разобраться. Подвесной вот из какой-то такой полосы металла был выгнут и просто сюда прикручен насквозь. Ручника как такового здесь нету, вот, хотя на «Москвиче» он у меня никогда особо и не работал. Здесь у нас вазовский мост. Из-за того, что двигатель смещен на 50 мм вперед, все удалось поставить без сращивания кардана. Но похоже, что передний сальник течет. Не знаю, буду я с этим разбираться или нет. Вазовский мост, кстати, мне достался уже переделанным. И тот, кто его переделал, это сделал немножко колхозно. Не совсем угадал с наклоном площадки, поэтому мне здесь пришлось подложить. Так, траверса КПП у нас тоже переделана из родной. Вот так вот немножко колхозно она встала, то есть одна совпадает, а другая не совпадает. Как-то вот так прикрутилась. Здесь вот то же самое.